Всем привет! Меня зовут Диана, Behead Handmade, а это мой канал о вязании крючком и спицами. В этом видеоуроке я покажу, как связать вот такую вот круглую корзинку из джута для крышки определенного размера. У меня деревянная крышка, она от компании Moscow Puff. Ссылку на магазин я оставлю в описании. В этом видеоуроке вы научитесь вязать идеально круглое дно. Затем я покажу, как вязать основной узор корзинки. Научу вас бесшовному способу соединения рядов. При таком способе соединения хвостика шва не видно ни снаружи, ни внутри изделия. Затем мы обвяжем верхний край корзинки и укрепим стенки с помощью клея ПВА для того, чтобы они хорошо держали форму. Особенно это актуально, когда у вас корзинка с такой тяжелой крышкой, как у меня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вы очень поможете моему каналу в развитии, а меня вдохновите на новые интересные мастер-классы. Давайте приступим к вязанию. Давайте измерим диаметр моей крышки, чтобы понять, какой величины дно нам нужно будет связать для этой корзинки. Крышка у меня получается диаметром 14 сантиметров. То есть для того, чтобы эта крышечка подошла к нашей корзинке, мне нужно связать дно такого же диаметра, либо чуть меньше. Я уже связала дно для корзинки по схеме идеального круга. Вот эта схема. Провязала я 10 рядов. То есть в последнем ряду у меня между прибавками получается 8 одиночных столбиков без накида. Вязала дно узором галочки для того, чтобы оно было поплотнее. Вы можете использовать любое дно, например, готовое деревянное, или связать такое же дно вот по этому моему мастер-классу. Соединяла я ряды с помощью хвостика. Хвостик оставила с расчетом того, что стенки также буду соединять этим бесшовным способом. Эту корзинку я вяжу из джута халва размера М, он трехниточный, толщиной 2 мм. Крючок я использую 4 мм. Также для этой корзинки нам понадобятся ножницы, игла для того, чтобы прятать кончики, и мне нужна будет сантиметровая лента для того, чтобы измерить размер корзинки, которая у меня в итоге получится. На джут халва, как и на весь ассортимент магазина пряжи Центр, скидка 10% по промокоду BEHEAD. Сейчас давайте я измерю диаметр дна, который у меня получился. Повторю, я провязала 10 рядов, 14,5 сантиметров у меня получается диаметр. Это чуть больше, чем диаметр моей крышки, поэтому для того, чтобы эта крышка подходила к моей корзинке, верхний край корзинки я немножечко стяну. Бобинку джута я заправила в моталку. Ссылку на нее я оставлю в описании. Так вязать намного удобнее, нитка не путается. И, кстати, для трикотажной пряжи тоже отличный вариант, потому что обычно, когда мы вяжем из трикотажной пряжи, нитка у нас закручивается. С этой моталкой такого не происходит. Дно я уже отпарила, провела для него ВТО, то есть прогладила утюгом сквозь ткань прямо на максимальной температуре с паром. Придала ему нужную форму ровную и положила под пресс до полного высыхания. Итак, мы с вами переходим к вязанию стенок. Этот узор, которым я буду вязать корзинку, отлично подходит для джутовых вещей, джутовых сумок, джутовых корзинок. Очень красиво джут ложится в этот узор. Первый ряд мы будем вязать за перемычки позади вот этих вот косичек. Здесь у нас с вами косички, это основание петель из предыдущего ряда. И за ними на джуте не очень хорошо это видно, но я постараюсь показать. Вот за этими косичками есть перемычки, вот такие. И вот сюда мы будем с вами вводить крючок. Первый ряд вяжем просто обычными столбиками без накида. Со второго ряда уже начнем вывязывать узор. Начинаем вязать вот с этой петли, откуда у нас выходит с вами хвостик. Вот она, вот эта петелька. Вводим сюда крючок в перемычку. Захватываем рабочую нить, хвостик у нас с вами лежит с правой стороны. Он нам нужен только для того, чтобы соединять ряды. Вытащили рабочую нить и провязали
первую петельку. Дальше идем в следующую перемычку. Вытащили рабочую нить, провязали столбик без накида. И таким образом мы с вами провязываем первый ряд. Для этого узора необходимо четное количество петель. Так как я провязала 10 рядов, у меня получается 60 петель. 10 рядов на дне, я имею в виду. Вообще любое количество рядов, провязанных на дне, если вы вязали его без ошибок, даст вам четное количество петель. Итак, давайте сейчас провяжем первый ряд и встретимся вот здесь вот в конце. Будем соединять бесшовным способом этот первый ряд. Я заканчиваю вязание первого ряда. У меня осталась одна непровязанная перемычка. И теперь я начинаю уже этот ряд соединять. Пока у меня в руке рабочая нить, я начинаю провязывать эту перемычку рабочей нитью. Вот я ее захватила, вытащила. Теперь беру хвостик и уже заканчиваю провязывание этого столбика последнего уже хвостиком. Полностью его вытягиваю через эти две петельки. Рабочую нить немного подтяну, чтобы вот эта вот галочка у нас была на уровне всех остальных. Теперь захожу крючком с изнанки под первую петельку провязанную. Вот таким образом, прям под косичку. Вот так. Захватываю хвостик, вывожу его на изнанку. Также полностью протягивая через эту петлю. Теперь снова с изнанки можно перевернуть вязание, чтобы вам было удобнее. Захожу крючком под перемычку, вот здесь вот у последней петли, вот таким вот образом, и в середину косички последней провязанной петли. Снова захватываю хвостик и протягиваю его полностью на изнанку. Хвостик и рабочая нить у нас с вами вышли из одного места, вот здесь, из одной петли. Все ниточки аккуратно подтягиваю. И вот так у нас с вами получается соединение. Оно незаметное, абсолютно незаметное соединение. Теперь мы начинаем вязать второй ряд и начинаем уже вывязывать узор. Находим петельку, из которой у нас выходит хвостик и рабочая нить. Вот здесь, вот эта петля. Заводим крючок теперь уже вот сюда, под верхнюю дужку вот этой вот петли. Вот таким образом вводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем первую петлю. Теперь следующую петельку мы с вами будем провязывать вот сюда. Вот у нас петля следующая, и мы будем вводить крючок под нее. То есть вот мы провязали здесь галочку, и вот сюда же мы будем вводить крючок. Вот так, чтобы у нас получались вот эти вот длинные галочки. Итак, вводим крючок. С изнанки он тоже у нас выходит. Видите, как при вязании галочками в раскол. Вытягиваем нитку. Вытягиваем ее на высоту петли, которая у нас с вами на крючке. Вот так. И провязываем. Провязываем столбик без накида. Следующую петельку мы будем провязывать снова за верхнюю дужку петли. Провязываем столбик
без накида. Дальше следующую снова под галочку провязали. Следующую снова за верхнюю дужку петли. И таким образом мы с вами вяжем, чередуя два разных способа провязывания петель. За верхнюю дужку, следующую петлю, прям под галочку из предыдущего ряда. Если у вас в процессе вязания появляется мусор, просто его аккуратно убирайте. Для джута это нормально, это натуральный материал. Итак, провязали длинную галочку, дальше провязываем за верхнюю дужку петли. Дальше снова идем длинную галочку, здесь за верхнюю дужку петли. И таким образом мы давайте с вами провяжем второй ряд. Встретимся в конце. Я покажу, как мы этот ряд будем соединять. И вот я провязала второй ряд, подошла к концу. Здесь у меня получается коротенькая галочка за верхнюю полупетлю. Сюда последнюю петлю я должна провязать длинную галочку. Я начинаю ее снова провязывать рабочей нитью. Теперь беру хвостик и провязываю этот столбик уже хвостиком, полностью вытягивая его через 2 петли на крючке. Здесь у меня получается длинная галочка. Теперь я ее немножечко подтяну тоже на высоту вот этих всех длинных галочек. Теперь снова, вот у меня первая провязанная в этом ряду петля. Я завожу крючок вот таким образом с изнанки на лицо. Захватываю хвостик и вывожу его полностью через эту петельку на изнанку. Здесь с изнанки в последнюю провязанную петлю под перемычку и в середину косички ввожу крючок вот так. Снова захватываю хвостик и полностью его вытягиваю на изнанку. Аккуратно подтяну все петельки так, чтобы сильно не затянуть. И вот посмотрите, тоже у нас получается очень аккуратное соединение. При таком соединении с помощью хвостика шва у вас не будет ни снаружи, ни внутри корзинки. Теперь приступаем к вязанию третьего ряда. Вот у нас хвостик и рабочая нить. Хвостик у нас лежит с правой стороны, вот здесь рабочая нить. Вот у нас петелька, из которой исходит хвостик, вот здесь. И с этой петли мы с вами начинаем вязать вот с этой вот петельки, вот отсюда. Смотрите, здесь у нас получается большая длинная галочка. Теперь мы галочки будем вязать как бы в шахматном порядке. Вот сюда мы будем провязывать длинную галочку, а над галочками длинными будем провязывать столбики вот сюда, за верхнюю дужку петли. Здесь у нас получается длинная галочка. Значит, мы здесь провязываем за верхнюю дужку петли. Захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем первую петельку. Вот так. Теперь следующую петельку мы будем провязывать уже длинную галочку. Вот сюда, вот в это место. То есть под галочку из предыдущего ряда. Вытягиваем ее подлиннее на высоту петельки, которые у нас на крючке, и провязываем столбик без накида. Дальше снова за верхнюю полупетельку. Теперь вяжем длинную галочку. Снова за верхнюю дужку петли длинную галочку.
снова за верхнюю дужку петли, дальше длинная галочка. И таким образом вяжем третий ряд. То есть здесь все просто. У нас получается вот такой вот узор, как бы в шахматном порядке. Давайте сейчас самостоятельно провяжите третий ряд до конца. И там мы снова с вами встретимся. Я еще раз покажу, как мы его соединяем и как начинать будем следующий четвертый ряд. Я подошла к концу третьего ряда. Снова смотрю, здесь у меня последняя петелька. Это должна быть вот эта вот длинная галочка. Я ее начинаю провязывать рабочей нитью, вытягиваю нитку. Теперь беру хвостик и завершаю вязание этого последнего столбика уже хвостиком, полностью вытягивая его через 2 петли, которые у меня на крючке. Теперь снова, как я вам показывала ранее, я закрываю этот ряд. Ввожу крючок в первую провязанную петлю в этом ряду, захватываю хвостик, вывожу его полностью наизнанку. Вот так. Теперь с изнанки в последнюю провязанную петлю под перемычку и в середину косички ввожу крючок, снова захватываю хвостик и вывожу его также полностью наизнанку. Все, мы с вами закрыли третий ряд. Начинаем вязать четвертый. Здесь все также, все вяжется абсолютно аналогично предыдущим рядам. Я думаю, что у вас не должно больше возникнуть никаких вопросов. Если что-то непонятно, вернитесь назад, отмотайте и посмотрите еще раз, как я начинала ряды, как я их заканчивала и соединяла. Сейчас начну провязывать четвертый ряд, и все остальные ряды уже на нужную высоту корзинки вы провяжете самостоятельно. Итак, вот у нас петелька, где выходит хвостик. И с этой петли мы начинаем вязать. Здесь у нас с вами снова длинная галочка, поэтому мы сюда провязываем петельку, захватывая только верхнюю дужку петли. Провязали. Следующая петелька у нас будет длинная галочка. Мы ее провязываем. Дальше снова столбик без накида за верхнюю дужку петли. Дальше снова длинную галочку. Узор этот не очень плотный, но можно, конечно, взять крючок помельче, и он будет поплотнее. Все, вяжем с вами четвертый ряд, закрываем его и провязываем все остальные ряды столько, сколько вам нужно по высоте. Я сейчас сделаю то же самое, и затем мы с вами в конце встретимся, уже будем обвязывать верхний край корзинки, и я буду заканчивать свой мастер-класс. Итак, вот что у меня уже получилось. Я провязала в общей сложности всего 11 рядов. Теперь я буду обрабатывать верхний край корзинки. Обвяжу его соединительными столбиками. И давайте сейчас примерим крышку. Да, как я и предполагала, у меня корзинка получилась чуть больше, чем диаметр крышки. Поэтому сейчас я, когда буду вязать последний ряд, когда буду делать обвязку, я немножечко этот край стяну. Еще он у меня будет, вот этот вот верхний край, потолще. И крышка у меня отлично подойдет. Корзинка будет не с прямыми стенками, а немножечко она будет как бочонок. Вот таким вот образом загибаться вверх. Для этого я возьму крючок потоньше. Возьму 3 миллиметра. Как обвязываем верхний край корзинки.
И теперь буду вводить под основание петель вот таким вот образом, вот так. Захватываю рабочую нить, вытягиваю. Теперь сразу же захожу крючком под основание следующей петли. Захватываю рабочую нить и тут же протягиваю через петельку на крючке. Дальше иду в следующую петельку, захватываю рабочую нить и протягиваю через петельку на крючке. И таким образом я обвязываю весь верхний край корзинки. Стараюсь, чтобы у меня все петельки были одного размера. И повторю, что этот ряд я буду вязать немножечко потуже, чтобы стянуть верхний край корзинки. Давайте сейчас полностью самостоятельно обвяжите этот верхний край. И в конце мы с вами встретимся. Уже будем прятать кончики. Итак, я обвязала полностью весь верхний край корзинки и подошла к началу обвязки. Вот так. Теперь могу уже отрезать нить. Хвостик можно тоже сразу отрезать покороче, он нам больше не нужен. И вот эту последнюю петельку полностью вытягиваю, нитку вытягиваю на лицо. Теперь захожу крючком под первую петельку, вот таким вот образом. Захватываю рабочую нить, протягиваю через эти две петельки. Теперь с изнанки крючком захожу так, чтобы он у меня вышел в серединке последней петельки провязанной. Снова захватываю рабочую нить и протягиваю на изнанку. Аккуратно подтяну все ниточки. И вот так у меня получается вот такое вот соединение. Посмотрите, я верхний край немножечко у корзинки стянула. И теперь крышка идеально подходит для моей корзинки. Она получилась такая немножечко в виде бочонка, пузатенькая. Теперь давайте эти хвостики, рабочую нить и хвостик, с помощью которого мы с вами закрывали ряды, спрячем на изнанке с помощью иглы. Лучше всего использовать металлическую иглу, чтобы она у вас не сломалась. Посмотрите, никакого шва у нас на изнанке тоже нет. Этот способ соединения рядов, соединения с помощью хвостика, я считаю самый-самый идеальный. Так, давайте будем прятать кончики. Тоже очень аккуратно, чтобы не нарушить рисунок внутри корзинки. Просто в разных направлениях прячем кончики под разные петельки на максимальную длину, чтобы все у нас было крепко. Спрятала один хвостик, отрезаю. И теперь точно так же спрячу второй хвостик. Все, хвостики я спрятала, и моя корзинка почти готова. Посмотрите, сейчас она у нас достаточно плохо держит форму. После того, как мы проведем для нее ВТО, влажно-тепловую обработку, то есть обработаем паром полностью всю корзинку, она станет еще мягче. Поэтому я в этом уроке хочу вам показать, каким образом можно укрепить стенки джутовой корзины. Для этого нам нужно будет сделать раствор с клеем ПВА и все стенки и дно корзинки пропитать этим раствором.
Но для начала нужно обязательно корзинку отпарить, провести для нее ВТО, чтобы выровнять все стенки, все петельки. Давайте сейчас проведем для нее ВТО. Если у вас утюг с паром, можно проглаживать джут сквозь какую-либо ткань на максимальной температуре. Отпариваете все, проглаживаете снаружи и внутри, придаете форму вашей корзинки и даете полностью ей высохнуть. С отпаривателем намного все проще, проходитесь по всем стенкам. Здесь можно уже никакую ткань не прокладывать между джутом и отпаривателем, просто отпаривайте с помощью пара, также придаете форму вашему изделию и дожидаетесь, пока оно полностью высохнет. После того, как у нас изделие высохнет, мы с вами будем его укреплять его стенки с помощью раствора клея ПВА. Давайте сейчас самостоятельно проведите ВТО, и мы продолжим. И вот я провела для своей корзинки ВТО, отпарила ее со всех сторон и придала стенкам нужную форму. Теперь для того, чтобы стенки наши лучше держали эту самую форму, тем более, что у нас достаточно тяжелая крышка будет стоять на этих стенках, мы с вами их будем укреплять с помощью клея ПВА. Я налила 30 мл клея. Теперь разведу клей из расчета 1 часть клея на 2-2,5 части воды. Все тщательно перемешаю, чтобы клей не остался комочками. Консистенция должна быть не очень жидкая, но и не густая, для того, чтобы стенки можно было хорошо пропитать. Для удобства нанесения клея я раствор вылью в более плоскую емкость. Теперь мне нужна будет губка и моя корзинка. Я набираю на губку немного раствора и начинаю промакивать с внутренней стороны этим раствором стенки корзинки, так, чтобы они хорошо пропитались. Дно тоже промочу для того, чтобы оно тоже у нас хорошо держало форму. После того, как я обработаю полностью все стенки корзинки, я снова придам им нужную мне форму и оставлю до полного высыхания. Вот и все, моя корзинка полностью высохла. Намного лучше она стала держать форму, стенки упругие. Посмотрите, какой звук, они как деревянные. Сейчас давайте измерим размеры, какие у меня получились. Дно я измеряла до этого, у меня получилось 14,5 сантиметра, но за счет того, что здесь немножечко у нас корзинка пузатая, оно еще увеличилось. А высота корзинки, напомню, что я вязала 11 рядов, у меня получилось 8 сантиметров. И на этом мой мастер-класс по круглой корзинке из джута с деревянной крышкой окончен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вы очень поможете моему каналу в развитии, а меня вдохновите на новые интересные мастер-классы. В соцсетях отмечайте свои работы по моим мастер-классам хэштегом ByBeHead. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Всем пока-пока.